Дочь, знаешь, о чем я сейчас подумал? Какая же все-таки роскошь просто жить. Почему-то редко мы задумываемся о том, что жизнь – это единственное по-настоящему ценное, что у нас есть. Сам факт существования – вот оно, то сокровище, которое мы имеем. Но нет же, гонимся постоянно куда-то. С уверенностью, что сокровище где-то еще или в чем-то другом. Гонимся вместо того, чтобы остановиться и распознать ценность того, что у нас есть. Наши минуты, дни, недели, как же быстро они летят. И как же важно наполнять их тем, что делает твою жизнь особенной, чувственной, эмоциональной, запоминающейся. И если есть что-то, что я знаю наверняка, так это то, что жить надо смело. Дочь, жить надо храбро, рискованно, страстно, интересно. Ибо что еще имеет в этом мире смысл, если не твое ощущение жажды жизни? Что еще способно сделать человека счастливым, если не приключения, новые открытия, испытания, эмоции, чувство восторга и замирающего в груди дыхания? Когда в следующий раз ты почувствуешь, что жизнь становится калейдоскопом раз за разом повторяющихся картинок, вспомни мои слова и отправляйся в настоящие приключения, каждая из которых будет показывать тебе заново, как разнообразно и неизведанно наше существование, каждая из которых покажет тебе, как бесконечно глубок внутренний мир человека. Пап, такое ощущение во мне вызывают горы. Каждый новый поход – это маленькая жизнь, в которую я отправляюсь с одним портфелем, а возвращаюсь с эмоциями, которые не уместить ни в один багаж. Горы они меня будто манят. Походы дают возможность приблизиться к своим истокам, прислушаться ко внутреннему голосу, который обычно заглушает городской хаос и куча бессмысленных диалогов. Могущественные, высокие, честные и своенравные горы. Как же я хочу быть похожей на вас и познать таинство горных вершин. Вершины. Они всегда меня манили, но я для них уже слишком стар. Интересно было бы узнать, что чувствует человек, взобравшийся на самую высокую точку той горы, о которой мечтал. Я тоже очень хочу узнать. Осталось только дособирать рюкзак и отправиться туда. А затем я обязательно тебе все расскажу. Вулкан Килиманджаро. Место, в котором я мечтала оказаться уже несколько лет. Килиманджаро находится в северо-восточной части африканского государства Танзания и входит в десятку самых живописных трекинговых маршрутов мира. Это высочайшая вершина Африки, составляющая 5895 метров. Вершина, на которую я решилась попробовать взойти. Танзания – довольно бедная страна с огромным культурно-историческим наследием. Место с самой высокой в мире концентрацией диких животных на квадратный метр.
Государство, на территории которого проживает более 160 различных племен. Официальные языки – английский и суахили. Кстати, в переводе с суахили Килиманджаро означает «сверкающая гора». И климат этой сверкающей горы абсолютно уникален. Благодаря тому, что Килиманджаро находится близко к экватору, при восхождении на его самую высокую точку человек проживает абсолютно все климатические зоны нашей планеты, начиная поход в джунглях при температуре более 25 градусов и надевая все теплые вещи на самой вершине, так называемой арктической зоне, где температура может упасть до минус 10 градусов и ниже. Во время восхождения человек проходит как через густые тропические леса, так и через высокогорную пустошь, где в силу высоты сложно увидеть признаки животных или растений. Маршрутов восхождения на Килиманджаро довольно много. Они все разнятся количеством дней восхождения, видами, сложностью, загруженностью туристами и требованием к физической подготовке. То есть, идя одним маршрутом, восхождение займет 9 дней, другим – 8, еще одним – 7 и так далее. Читая описание деталей похода компании «Кулуар», с которой я отправилась в это восхождение в октябре, я сразу обратила внимание на то, что мы будем идти маршрутом под названием Умбве. Обратила внимание потому, что до этого не раз читала, что какой-то из маршрутов считается особенно сложным. Перепроверив, я убедилась в том, что это и есть он. Самый прямой, сложный и быстрый маршрут, занимающий всего 5-6 дней. Я сделала вид, что я этого не читала, и подала свою заявку на следующую группу, уточнив у нашего будущего гида моменты подготовки и сбора вещей. Чтобы дать примерное понимание высоты Килиманджаро, можно посмотреть на классификацию горных высот. Есть просто большая высота. Это примерно до 3000 метров. От 3 до 5000 метров – это очень большая высота для организма человека. Высоты, переходящие отметку 5000 метров, называются экстремальными, а все, что выше 8000 метров, обозначают как зону смерти. Получается, что Килиманджаро перешагнула отметку экстремальных высот, что делает данное восхождение довольно серьезным и требующим внимательной подготовки как в виде спорта и сбора вещей, так и особенного отношения к своему состоянию здоровья во время самого восхождения. Мой опыт трекинговых походов в самых различных горах составляет около 6 лет, из которых было только одно восхождение – восхождение на гору Тупкаль, что находится в Марокко и составляет 4200 метров. Учитывая свой опыт, я поняла, что хочу пробовать выше, и что я готова прочувствовать на себе трудности и эмоции восхождения подобного масштаба. Восхождение на Килиманджаро. Вот так сижу себе дома в тепле с несобранным рюкзаком, а через неделю буду уже сидеть, скорее всего, будет холодно, я буду делать вот так, буду сидеть где-то на высоте, не знаю даже, где мы будем через 6 дней или через 5 дней. Сейчас мы на высоте 3950 метров, и это уже плюс-минус серьезная высота, и я это чувствую. И буду испытывать какие-то эмоции, о которых я понятия не имею прямо сейчас. Я вообще не знаю, что я буду там испытывать. Я себя ощущаю такой счастливой сейчас. И так смешно, потому что здесь просто полный балаган, вещи разбросаны, ничего не понятно, куртка мокрая, штаны мокрые, ботинки мокрые. И я такая сижу, я так счастлива, потому что это правда. Я думаю, будет сложно. Алина, ты как? Я не могу представить, насколько сложно, но мне интересно испытать, что это за уровень преодоления себя, к которому я там приду. То есть, что это будет за уровень сложности просто по 10-бальной шкале. Если честно, я вовсе не ожидала, что это будет так непросто. Поэтому мое главное ожидание, даже если это неправильно что-либо ожидать, это открыть какой-то новый спектр эмоций, какие-то новые ощущения, какую-то новую сторону себя и того,
Что я вообще способна испытывать? Если вы создали вокруг себя кокон, он защищает вас, но он же служит вам тюрьмой. Стены, которые вы построили для самозащиты, одновременно служат вашему самозаточению. Вот почему у нас есть двери. Нам нравятся стены, потому что они защищают нас. Но у нас есть двери, чтобы мы могли выйти, когда захотим. Неважно, насколько нам хорошо внутри, нам все равно захочется выйти наружу, не так ли? Дорога была лично для меня не очень простой. Мне понадобились сутки, чтобы добраться до одноименного города Килиманджаро. А это значит долгие пересадки, передвижение с кучей тяжеленных вещей из одних терминалов в другие, ночь ожидания в африканском аэропорту, в котором мне было, скажем так, страшновато. Тут не очень безопасно. И смена в общем и целом 3 самолетов. Но как только ты выходишь из аэропорта, ты сразу забываешь о бессонных сутках и начинаешь влюбляться и погружаться во все, что видишь, и в людей в частности. Так и произошло мое самое первое знакомство с местным водителем, с которым мы сразу разговорились на тему танзанийцев и здешней жизни. Even if sometimes they have problems, but you see them, they're laughing, they smiling, just like that. They appreciate maybe life and some small things that they have. They appreciate. They don't like big things. Even small things is enough for them. So there is some people, they come in here, maybe they can say, we have 10 years. We save 10 years or 15 years. Because we need to come to Africa to visit. So that is a very big thing for us. And you know, in the world, life is so tough. So people, they save, they work hard, very busy. They pay for the mountain to come to visit us. So this is very big. We are lucky. This is a very big thing to see you in here. Так мы и доехали всю дорогу болтая до места, где можно было отдохнуть после долгого перелета и впервые познакомиться со всей группой, с которой уже завтра, с самого утра, мы начнем наш путь до вершины Килиманджаро. Первый день восхождения. День, к которому я готовилась и морально, и физически около 4 месяцев. Наш маршрут Умве берет свое начало в африканских джунглях на высоте 1700 метров. Именно здесь начинается первый набор высоты до отметки 2900 метров, что означает идти вверх приблизительно 6 часов. Ты чистишь яйцо в йогурт? Да, с йогуртом. Это будет гранола? Дразнишься? 9 незнакомых между собой человек из разных стран и городов, которые собрались вместе на одном далеком континенте. 9 человек, которых объединяет одна любовь к горам и одна цель – дойти до вершины и сделать это вместе, рука об руку. А еще в первый же день наш гид давал как можно больше информации о том, что нас ожидает и как правильнее отслеживать свое самочувствие. Одной из главных сложностей во время восхождения на Килиманджаро, или, возможно, даже главной сложностью, является высота. На высоте 5000 метров кислорода примерно 50% от нормы, к которой мы привыкли. На 1 единицу объема кислорода в нем меньше. Получается, что с каждым вдохом мы вдыхаем все меньше и меньше кислорода. А, соответственно, кислород – это топливо для нашего организма. Мы с собой берем 2 баллона, вот один, вот второй.
с резервным кислородом. Этот кислород берется на тот случай, если кому-то с участников станет действительно плохо во время штурма, скорее всего. Тогда просто подключаешь искусственный кислород, и самочувствие сразу возвращается. Первое, что дает кислород, это тепло и энергию. И если вот человека накрыла горная болезнь, то подключение кислорода может помочь ему спуститься вниз безопасно и без ущерба для здоровья. Будем каждый вечер и каждое утро измерять насыщение крови кислородом, оксигенацию и ваш пульс. Сегодня мы уже поднялись на высоту 2900, поэтому начинаем. Просто берем, вставляем, можно указательный, пальчики, ждем. А критичный уровень сатурации это сколько? Процентов? Все тоже от высоты зависит. Если внизу будет 70, то это уже госпитализация. Ой. Если на 5000, то в принципе После движения. 70 это нехорошо, но и неплохо. Вот ниже 70 это уже повод задуматься и более внимательно присмотреться к человеку, потому что не только по сатурации мы определяем состояние каждого участника. А на этой высоте самый оптимальный уровень сатурации? Я думаю, около 90 сейчас должна быть у всех, плюс-минус. Ну 90 сейчас поднимется. Не, ты подыши. Так он не опускается, он дышит, он поднимается. Верхняя 90. Сатурация 94. Это хорошо. Да, это вообще отлично. После взлета сразу и перед посадкой борты у меня на связи. Вот, я выстраиваю очередность на посадку, то есть очень интересная работа. Я оперирующий врач. Ну и в горы я давно уже хожу. Хожу в горы я уже, наверное, лет 5. Килиманджаро я подивився, почитав і вау. Начинаешь засыпать и думаю, блин, чувак, ты идешь на вершину мира, ты идешь на Эверест. Как тебе может вообще хотеться спать в этот момент? Должен быть типа кураж такой, адреналин, там еще что-то. Ну вот именно с горы это был Непал, и сейчас Килиманджаро. Ну и дальше я, конечно, буду планировать. Мне больше все-таки нравится активный отдых и горы. И на самом деле те чувства, которые объединяют людей, с которыми ты вместе идешь, эти чувства, они неповторимы. И нигде ты больше не испытаешь этих чувств. И каждая вершина, она по-своему, особенно она по-своему с каким-то вот смыслом, да, вот своим. Когда тебе холодно, мокро, ветер в лицо, но ты идешь с улыбкой и кайфуешь от того, что тебе настолько противно, холодно и мокро, вот это уже такая максимальная, да, степень, мне кажется, увлечения горами, походами, ну и наслаждения моментом, потому что, несмотря на то, что тебе плохо, ты знаешь, что этот момент как раз классный. Ну и в жизни примерно так получается, как в горах. Доброе утро. Вспомните это чувство, когда вы, просыпаясь, были в трепетном предвкушении какого-либо события или просто ощущали огромное желание подорваться и начать делать хоть что-то прямо сейчас, не теряя ни минуты своей жизни. Так вот здесь это чувство просыпается в тебе, как только ты открываешь глаза. Спасибо большое. Скоро приду. Пожалуйста. Второй день восхождения, на часах 2 часа дня, и мы только пришли в наш лагерь, поставили палатки и согреваемся, потому что мы все промокли до ниточки, пошел очень сильный дождь, ну как, не прям очень сильный, но мы все промокли, и это может быть опасно тем, что можно заболеть, поэтому нужно срочно переодеваться и идти пить и есть что-нибудь тепленькое. Сейчас мы на высоте 3950 метров, и это уже плюс-минус серьезная высота, и я это чувствую. То есть, когда я шла, я ощущала уже пульсацию в висках, я ощущала уже головную боль, и даже сейчас я, чувствую, что у меня болит вот эта часть.
А у меня голова болит, наверное, раз в пятилетку. Для меня это прям очень какой-то редкий случай, редкое состояние, поэтому я сразу поняла, что высота. Выгуляемся немножко, а дальше посмотрим. Может, какого-то ибупрофена стоит выпить. Красиво очень здесь. Ага. Я была в таком восторге от этих видов, потому что был этот туман, эти деревья, которые есть только здесь, в этом регионе, такая необычная природа. И все как-то так, я не знаю, по-новому. У меня были такие классные эмоции, внутри такое замечательное состояние. Хотя мы поднимались вверх, и я чувствовала, что я очень глубоко дышу, и мне не хватает воздуха, и у меня болит там голова, и дождь, и мокро, но почему-то внутри было вот прям такое полное спокойствие. И я думаю, что это тот секрет, который походы вот в себе таят. Секрет того, что есть дискомфорт, идет дождь, тебе холодно, голодно, но на душе все равно хорошо. И не то чтобы все равно хорошо, а на душе просто прекрасно, потому что ты свободен, ты чувствуешь себя частью всего, через что ты проходишь, ты болтаешь с людьми, вы делитесь переживаниями. Ну, мы сейчас зарядим чуть-чуть батарейки, покушаем горячего супчика, станет легче. Мне принесли только что горячий чай, потому что я не могу пойти обедать из-за того, что я снимаю сейчас ролик, разбираю вещи, переодеваюсь. И такие моменты заботы тоже настолько поднимают настроение, потому что ощущаешь себя настоящей командой, что каждый за друг дружку, каждый поможет в чем-то, каждый подаст руку помощи, если это будет нужно. Вот, так что по плану пойти на обед, а потом через пару часов мы снова идем дальше. Сегодня мы делаем подъем дальше и снова спуск к этому лагерю. Суть в том, что нашему организму нужно акклиматизироваться, и для этого нужно делать спуски, подъемы точнее наверх и спуски вниз. И сегодня мы будем этим заниматься, хотя как бы сил не так прям мега много, и уже ощущаешь, что высота дает о себе знать. Но именно поэтому и нужно пойти дальше, чтобы себя ощущать намного лучше, намного энергичнее, и чтобы не было никаких головных болей. Подробнее об этом я расспрошу Тараса, потому что он явно расскажет о горных болезнях, о акклиматизации в 100 раз лучше и профессиональнее, чем я, потому что я знаю всю эту тему всего лишь недавно. Поэтому, да, пьем чаек, наслаждаемся видом. Посмотрите, как красиво. Этот туман у меня завораживает. Он меня правда завораживает. Вот там вот мы кушаем в большой такой синей палатке. Нужно поспешить, а то еды не достанется мне. Так, мы пришли уже в лагерь, но снова куда-то будем идти. Зачем? Такой вопрос у всех. Лагерь 3970 высота. И это для нас новая, неосвоенная высота. Чтобы организм лучше акклиматизировался, нам нужно подняться метров на 150-200 выше, провести там 20 минут и спуститься. Тогда организм привыкает, мы спускаемся сюда пониже и лучше спим. Мы с Дашей шли в туалет только что туда, поднялись буквально на там сколько-то, на 5 метров. Нам стало плохо. Ну теперь нам туда тоже в ту сторону, только надо подняться и на 150 мы сомневались с Дашей в том, что нам стоит идти с вами. Ой, но ничего. Если чувствуете себя плохо, значит идти надо 100%. Да, это интересно. А как вообще понять, что когда пора уже типа, остановиться и вообще все, типа? Я тебе скажу. Ага. А ты поймешь, да? Да, не переживай. Адекватно оценивать свое самочувствие в таких условиях самостоятельно – это действительно сложно. Именно поэтому в любом горном восхождении в группе должен быть более опытный человек, имеющий все необходимые знания для того, чтобы отслеживать состояние каждого участника. Именно он поможет распознать эту важную грань между безопасным продолжением восхождения на вершину и между необходимостью вернуться обратно из-за активного развития горной болезни, не допустив таких серьезных осложнений, как отек мозга или отек легких. Горная болезнь – это и есть то самое кислородное голодание, которое организм человека испытывает на высотах от 2000 метров. Соответственно, чем выше, тем больше шансов развития горной болезни. И в той или иной степени она проявляется у каждого. Тут самое главное – отслеживать ее динамику. И обращать, конечно, внимание на основные симптомы. Это одышка, кашель, учащенное сердцебиение, та самая головная боль, тошнота, сильная слабость, усталость и тяжесть в теле. А грамотная акклиматизация является одним из главных правил снижения риска активного развития горной болезни.
Сегодня полный день акклиматизации. Мы начинаем с подъема высоты до 4200 метров, взбираясь по очень непростой скальной стене Баранка Вол с очень крутым подъемом. А затем по всем правилам акклиматизации отправляемся чуть ниже, в следующий лагерь на такой же высоте, как и вчера. То есть, дойдя туда, у нас будет уже вторая ночевка на точно такой же высоте. И так организму будет справляться намного легче. Третий день восхождения, мы уже в очередном лагере, и здесь уже видно на фоне Килиманджаро, поэтому мы уже понимаем, куда мы идем, мы знаем и видим цель, и это очень мотивирует, потому что ты примерно можешь оценить, как долго еще нужно идти, хотя эти оценки, они вообще не объективные, потому что идти еще очень много и долго, но кажется, что вот-вот мы уже сможем оказаться на самой вершине. Сегодня, наверное, был мой любимый день по вот такой, я не знаю, какой-то неземной красоте всех ландшафтов. То, что я видела каждую секунду, меня просто поражало тем, что это реальный мир, это реально существует, и я сейчас иду и наслаждаюсь всем этим. Хоть порой было сложно, вначале был очень высокий подъем, очень крутой подъем, но, как и говорил Тарас, именно в эти секунды ты понимаешь, что это и есть счастье, когда ты находишь удовольствие в сложности, находишь это счастье и эту эйфорию в том, что тебе объективно не очень комфортно, и объективно есть вещи, которые, люди привыкли называть чем-то, не знаю, негативным, там, боль в теле, или, не знаю, желание остановиться, отдышаться, или нехватка кислорода. Я, кстати, очень быстро изменила свое мнение, когда этой же ночью я пошла в туалет, он на небольшой горке, и мне стало по-настоящему впервые не хватать кислорода. А еще, поднимаясь буквально в туалет на метров 10, я уже чувствую задышку. Я просто стою секунды 10, дышу. И это, конечно, мне не очень нравится. Вообще обожаю наших портеров, помощников, потому что без них, особенно сегодня, было бы безумно трудно. Они везде подавали руку, если это было нужно, потому что были моменты, там, камни, где, очевидно, человек в одиночку может получить огромную травму, может упасть. И то, что они всегда были рядом и помогали. Боже, как все покрывается туманом и очень быстро. Я не знаю, заметно ли это на камере. Вот, в общем, огромная им благодарность. И каждый раз, когда я их вижу и общаюсь с ними, я всегда говорю о том, как же они обалденно выполняют свою работу, какие они молодцы, и как я счастлива, что сейчас я нахожусь вместе с ними, потому что они очень важная часть этого восхождения. And also you see, when you're going to the mountain, they're very friendly also, guides and porters. They want to make you to lick the toe. They want to make you to be happy. Sometimes they ask you, how do you feel? They want to make you to fulfill, to satisfy your dreams. Yeah. Хочется просто сидеть, созерцать все это, ни о чем не думать. Да я, в принципе, ни о чем не думаю последние дни. И в этом еще одна невероятная, не знаю, черта, если можно так сказать, походов. То, что все твои мысли просто переключаются на мир вокруг, на свои ощущения собственные. Ты не думаешь и не создаешь никаких проблем, нет никаких задач, нет какого-то давления социума. И да, это будто бы какая-то альтернатива жизни, наверное. Той жизни, где нет так много забот, где человек, он просто человек. Человек, он просто человек. Храбрые идут напролом. Они ищут опасных возможностей. Их жизненная философия – философия скалолаза, каскадера, серфера, альпиниста. И не только снаружи они скользят по волнам.
но и во внутренних морях. И не только снаружи, они взбираются на вершины Альп и Гималаев. Ищут они и внутренних вершин. Каменистая пустошь вокруг, холод и диалоги между людьми со всего лагеря дают понять, что вершина все ближе. And I just feel it's going to be an overwhelming experience if you manage to get at the summit. Yes, it will be overwhelming. We are looking forward to it. We are looking forward. And then I think when we get there, we'll forget all these difficulties we are having. It's so difficult. Yeah, and one man, I've seen him there, he's giving up after 5 days. И подобные случаи – это здесь норма. Статистика говорит, что из всех восходителей доходит до финальной точки лишь около 40%. А наш путь продолжается с осознанием того, что уже сегодня ночью мы отправимся на финальное восхождение. Но для начала нужно успешно добраться до нашего следующего лагеря, который находится на высоте 4670 метров. И это уже будет самая высокая точка из всех, на которые я когда-либо восходила. Высота чувствуется. Только где? Очень тяжело. Нашим главным секретным способом борьбы с горной болезнью и слабостью были бесконечные танцы, песни, игры, смех и просто активное движение. Но смех, наверное, лидировал. Давай, битва титанов. Я выиграла! Мы друзья! Как тебе жить со мной в палатке? Отлично, одно удовольствие. Главное, что не храпит. А ты храпишь? Я храплю. Каждое утро я просыпаюсь от одного и того же аромата. Такое чувство, что мне дезодорантом попшикались у меня прямо перед носом. Пожалуйста, завтра открой палатку, выйди и заходи назад через 15 минут. Ты же спишь. Все, у меня нету сил уже смеяться. Да, пора бы отдохнуть. Ты записываешь или нет? У меня нету сил уже смеяться. Все, животу пора отдохнуть. И горлу тоже. Все, до завтра молчим. До сегодня. До 23:00. Затем началась финальная подготовка к так называемому штурму вершины. Наш гид сперва инструктировал группу касаемо всех важных моментов, затем проверял экипировку каждого из участников и давал важные советы касаемо того, что нас ожидает сегодня ночью. Сначала будет тепло и комфортно, и всегда наиболее холодные часы перед рассветом. То есть 4-5 утра будет наиболее холодно. 78. О, все начинается. Вот, где ты мой термос? У нас уже падает кислород у всех очень. Потом вот эту теплую флиску. Хорошо. И куртку. И что с собой еще, еще вот эту возьму. Она тебе налезет на что-то? Да, она под вот эту налезет. Ноги будут мерзнуть, скорее всего у всех будут мерзнуть, это нормально, мерзнут пальцы, ими нужно шевелить, мерзнут руки. Если тебе холодно станет холодно, ты наденешь вот эту сверху на эту. Это нормально, ничего страшного в этом нет, шевелим пальцем. Если там перчатки, то мы будем или растирать вам руки, или там пододевать более теплые. Ну, в общем и целом, ничего не надо сильно себя тоже накручивать. Все себя чувствуют сносно, кто-то может лучше, кто-то чуть хуже, но в пределах нормы, потому что те, кто не заходят, они и тут уже прям совсем расклеены. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Сходим на гору и будем отдыхать. Супер. Вопросы? И разобрав все волнующие вопросы, мы отправились подремать хотя бы на несколько часов. На то время я и понятия не имела, что эта ночь будет самой сложной из всего, что есть на моей памяти.
Проснулась я самая первая, а когда вышла из палатки и оглянулась вокруг, к моим глазам мгновенно подступили слезы от того, какой невероятной и таинственной красоты была гора ночью. Собравшись все вместе и еще раз проверив экипировку, мы пожелали друг другу удачи и отправились на вершину за самым красивым рассветом континента. Всем удачи! Первый, наверное, час мне было довольно легко. Я ощущала себя, опять же, полной сил. Мне было интересно, что будет дальше. Эти виды меня поражали, потому что ты идешь ночью, и ты видишь все при этом. И это так красиво, это так необычно. Я ничего подобного не видела, не испытывала, как в тот момент. До сих пор у меня еще кашель после гор, после высоты. Так вот, я никогда ничего подобного не испытывала ночью при таких условиях куда-то идти и все это наблюдать. Но горную болезнь никто не отменял. Алина, ты как? Ну, такое. Первые часы было супер, но расклеилась. Иду будто во сне немножко, и подташнивает, голова очень болит. Ничего, скоро рассвет. Какая-то фаза, я уже думаю, нужно звать Тараса и садиться на какой-то камень, просто сидеть. Но потом проходит, и снова нормально. То есть как-то оно реально... Волнами, оно будет волнами. Я местами прям провалю. Раз голова проваливается. Чего? Голова, говорю, так идешь, просто как в обморок упал. У меня тоже. Как ты? Нет, только голова болит сильно, слабо. Подташнивать, мне надо глюкозку съесть. Если тошнит, то вырви. Не сдерживайся, это нормально, но в подходе никаких проблем, тоже легче. Горная болезнь коснулась каждого из нас, не считая Тараса, потому что он уже акклиматизирован к таким высотам. Но некоторых из нас она прям снесла, то есть у нас были сильные головные боли, тело будто бы переставало слушаться. То есть мне было физически, я не знаю, как это объяснить, я сама не понимаю это ощущение до сих пор. Мне физически было идти легко. Я не была уставшей в ногах, но тело, оно настолько все было уставшее, настолько... Оно все будто бы выключалось, оно будто бы тебя не слушалось, оно будто погружалось в какое-то ощущение тумана и прострации, при этом болит голова, при этом начинается тошнота, и я иду, и я просто порой закрываю глаза, чтобы пойти вот так немножко закрытыми глазами и открываю, закрытыми и открываю. Это при том, что и спать я до этого не хотела, то есть просто из-за высоты тело функционирует по-другому. Потом начался еще и сильный ветер. Я вставлю сейчас кусочек с экшн-камеры, которая была у меня на голове. Я мало снимала на камеру, на зеркалку, потому что очевидно, что я не могла доставать камеру и снимать, мне было реально тяжело. И я сняла кусочек, где, возможно, я просто не пересматривала еще кадры, а слышно тот ветер, который у нас был, потому что меня просто сносило порой. А ты же еще идешь по камням вверх, там нужно придерживаться, а ветер просто тебя сносит. В эти часы я ощущала свое тело будто бы на все 100%. Даже через все 5 слоев одежды я слышала, как бьется мое сердце. Как редко, делая такие элементарные движения, как шаг, мы действительно вовлечены в процесс, а не делаем это на автомате. Я была сконцентрирована на каждом следующем движении, не думая ни о чем, кроме своей связи с телом. Ты идешь в унисон, будто с каждой его клеточкой,
проговаривая про себя слова поддержки о том, что ты молодец, у тебя все выйдет, и ты всегда сможешь дойти туда, куда тебе нужно, если не бросишь это на полпути и если наберешься смелости столкнуться со своей слабой стороной. В общем, около 5 часов мы шли примерно вот в такой атмосфере и в таком темпе. Таблетки уже начали действовать, поэтому головных болей уже лично у меня на то время не было. И мы увидели первые признаки рассвета. И, честно говоря, рассвет стал для меня вот таким вторым, наверное, дыханием, когда ты смотришь вокруг и уже почти светло, светает. Ты видишь облака и понимаешь, что прямо сейчас ты дошел до точки, что ты находишься над облаками. Первый вопрос, который появился у меня в голове, это неужели человек действительно на такое способен? Неужели я своими ногами смогла дойти до точки, где я иду над облаками? Мозг отвечал нет, но глаза впитывали каждый сантиметр этого невероятного опыта. Но как бы ни было красиво вокруг, силы все равно покидали, и я чувствовала, что идти дальше все труднее. Почему-то раньше я была уверена, что последние сотни метров перед вершиной будут самыми легкими, ведь вот она, цель всех этих дней, еще и так близко. Но для меня последние метры ощущались не иначе, как вызов, где каждый следующий шаг — это победа над собой, будто бы победа над всеми целями, которые когда-либо не получалось осуществить. Победа над всеми моментами, когда я сдавалась или не верила в себя. Вершина. Позади месяцы подготовок, мыслей, переживаний, дни и ночи ходьбы, палатки, холод, слезы. Все это, чтобы сейчас оказаться здесь. Осознавая происходящее и проведя около часа на вершине, мы начали спускаться вниз, проведя весь день в дороге, как сегодня, так и завтра. Дочь, спасибо тебе за рассказ. Он натолкнул меня на мысль о том, что дело ведь вовсе не в Килиманджаро и не обязательно в восхождении на горную вершину. Дело в том, что каждый из нас, если очень захочет и приложит усилия, каждый в чем-то своем, в чем-то личном и сокровенном, однажды обязательно сможет оказаться выше своих возможностей.